Дорогие друзья, приветствую вас на канале Food Court. Я рад, что вы зашли ко мне в гости, и в этом коротком видео я покажу вам рецепт приготовления суджука. Суджук – это сыровяленая говяжья колбаса. Достаточно известный продукт, широко распространен, всеми любим. Идеальный продукт для того, чтобы насладиться пенным напитком. Итак, друзья, давайте начнем готовить суджук. Я взял говядину. Первый сорт, желованная. Обработал ее, зачистил от пленок, от жилок. Прекрасное мясо для того, чтобы приготовить качественный суджук. Теперь я его подрежу под мясорубку. Сделать это, в принципе, несложно. Где-то небольшими кубиками я буду резать. Это 2 на 3 сантиметра. Теперь предстоит посолить мясо. Для суджука по этому рецепту я взял 26 грамм нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,6%. Из расчета на 1 килограмм мяса. И 2 грамма сахара, также из расчета на 1 килограмм мяса. В этом рецепте я не буду использовать стартовые культуры, поэтому я использую только нитритную соль. Равномерно вношу и аккуратно перемешиваю таким образом, чтобы соль равномерно распределилась между кусочками мяса. Теперь это мясо я помещу в вакуумный пакет, завакуумирую и отправлю на предварительный посол минимум на 7 суток в холодильник при температуре 2-4 градуса. Мясо в вакуумный пакет я помещаю достаточно плотно, утрамбовываю, чтобы максимально удалить воздух. Вакуум – это идеальное условие для того, чтобы провести посол мяса. Но если у вас нет вакууматора, вы просто поможете поместить мясо в контейнер и поставить его в холодильник. Итак, друзья, мясо мое просолилось, оно провело у меня в вакууме, в холодильнике. Получилось так, что 10 суток. Вот посмотрите, как сработала нитритная соль. Идеальный цвет. И теперь я прокручу это мясо на мясорубке с решеткой диаметром отверстия 5 мм. Друзья, пока крутится мясо на мясорубке, у вас есть несколько секунд поставить этому видео лайк. Не забудьте подписаться на канал. Так, вносим специи и вымешиваем фарш.
Значит, здесь у нас чеснок сухой. Я взял 6 грамм на 1 килограмм. Перец черный молотый 2 грамма на килограмм фарша. Перец красный молотый острый 1 грамм. Тмин 1 грамм и кориандр 2 грамма на килограмм. Вот такой набор специй я сейчас буду добавлять в суджук. В описании под этим видео я оставлю точную граммовку всего состава специй. Вымешивать колбасный фарш я буду руками. На это уходит примерно 15-20 минут. Для вымешивания не нужно жалеть усилий и времени. Необходимо получить вот такое вязкое состояние, для того, чтобы структура суджука была плотной. На следующем этапе я переместил фарш в колбасный шприц, у меня вертикальный 5-литровый. И буду набивать теперь фарш в колбасную оболочку. В качестве колбасной оболочки я буду использовать говяжью череву. Диаметр 42 миллиметра. Я нарезал кусочки длиной 60 сантиметров, перевязал с одной стороны. И теперь аккуратно буду набивать фарш. Набиваю я не очень плотно, поскольку в последующем суджук будет прессоваться. Поэтому я оставляю немного места в оболочке для того, чтобы придать необходимую форму. Вот такие полукольца у меня получаются. Сформировав колбасные кольца, я обычной зубочисткой делаю проколы в тех местах, где остался воздух при набивке фарша в оболочку. Таким образом, я хочу получить более плотную ровную структуру. И теперь следующий этап — это прессование. Вот, используя такое нехитрое устройство, я подложил тканевую салфетку для того, чтобы влага, которая будет выделяться при прессовании, собиралась уже именно на салфетку. Выкладывать колбасные кольца я стараюсь таким образом, чтобы они не соприкасались между собой. Накрываю второй крышкой пресса и повторяю эту процедуру еще раз. Вот такой самодельный домашний пресс я изготовил своими руками из подручных средств. И теперь у меня есть возможность готовить прессованные колбасные изделия при необходимости. Вы можете использовать какое-то другое приспособление, просто переложив колбасные кольца какими-то там разделочными досками и поставить какой-то груз, там 3 килограмма минимум. Необходимо, чтобы действительно жестко спрессовать суджук. Вот теперь в таком запрессованном виде я отправлю суджук в холодильник на 3 суток. Прессоваться суджук будет при температуре 2-4 градуса. Итак, прошло 72 часа. Я распаковываю пресс. Суджук прекрасно выглядит. Приобрел необходимую такую плоскую спрессованную форму. Выделилось достаточно много влаги. Влага в основном вся впиталась в тканевое полотенце, но вот остатки я чуть-чуть собираю бумажной салфеткой. Колбасные кольца отлично спрессовались, имеют такую же плотную консистенцию. И теперь я взвешиваю каждое кольцо,
зафиксирую вес и отправлю вялиться в полуподвальное помещение. Сейчас такие погодные условия, температура там где-то 10-12 градусов, вот, и небольшое проветривание. Есть движение воздуха, влажность примерно где-то 70-75%, до потери веса 42-45%. Итак, друзья, прошло 21 день, 3 недели. Суджук потерял в весе 42-43%. Теперь я упаковал его в вакуум, поскольку образовался закал, это чувствуется. И теперь на 14 дней, может быть больше даже, я его отправлю в холодильник. За это время в вакууме влага перераспределится, и я надеюсь получить достойный продукт. Ну что, друзья, пришло время посмотреть на готовый результат. Так получилось, что в вакууме у меня суджук провел практически 3 недели. И вот у меня дошли руки, я вскрыл один из пакетов, и теперь хочу посмотреть, что из себя представляет суджук в разрезе, ну и на вкус. После вакуума, конечно, совсем другой результат. Суджук стал такой упругий, эластичный, закал ушел, режется он прекрасно. Посмотрите, структура ровная, плотная, запах, конечно, невероятный. Прекрасно раскрылись специи, кориандр, чеснок. Результатом приготовления суджука по этому рецепту я остался очень доволен. Вкус невероятный. Друзья, если вам понравился этот рецепт, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, поделитесь этим рецептом со своими друзьями в социальных сетях. Оставайтесь на фудкорте, будет много интересных и вкусных рецептов. До встречи в следующих видео, друзья.